Привет, YouTube! Сегодня мы поговорим про уровни животных и мобов в Вальхейме и как эта механика уровней вообще работает. Погнали! Итак, играя в Вальхейм, вы, конечно же, замечали, что, допустим, кабаны или вообще какие-то любые другие мобы в игре имеют точнее, под именем вот такие вот звездочки. Бывают, допустим, кабаны вообще без звездочек, бывают кабаны с одной звездочкой и бывают кабаны с двумя звездочками. Как и, собственно, все любые другие мобы. У всех мобов в Вальхейме может быть максимум 2 звездочки. И начнем мы, наверное, вот с этих вот двух троллей, которые... Один тролль у нас без звезды, то есть он у нас первого уровня считается, и второй тролль с одной звездой, он считается как бы тир 2 уровня. Вот, если бы он был с двумя звездами, то он был бы тир 3 уровня, то есть третий левел. Немного, наверное, неудобно, потому что хочется сказать, что если 2 звезды, значит он второго уровня, если одна звезда, то первого, но Вальхейм считает, что без звезд это первый уровень, одна звезда второй уровень, и 2 звезды это третий уровень. Что же эти уровни дают нашим этим двум подопытным троллям? Я могу со стопроцентной вероятностью сказать, что эти уровни не дают им дополнительной брони. То есть, если мы выстрелим в тролля первого уровня, мы нанесем 55 урона. Если выстрелим во второй уровень, 49. То есть там урон будет колеблется от 40 до 60 с чем-то, вот, но никакой дополнительной брони, то есть уменьшение урона по второму уровню не будет происходить. Однако, как можно заметить, у тролля второго уровня хп отнялось значительно меньше, то есть полоска стала меньше. Это значит, что у второго уровня тролля больше хп, чем у первого уровня. И давайте сразу проверим урон, который они могут нам нанести. Мы сейчас подойдем к троллю первого уровня. Он нам наносит 25 единиц урона, при том, что броня у меня 34. Он наносит нам 25 урона. Тролль второго уровня 67. То есть, что можно сказать? Что у них нету дополнительной брони, но у второго уровня, естественно, больше хп, и он просто больше будет вас дамажить. С кабанами дела обстоят абсолютно так же, то есть у более высокоуровневых кабанов будет больше хп, они будут больше дамажить, но также можно проверить, сколько они дадут лута нам, в зависимости от их левела. То есть сейчас я залутаю кабанов первого уровня. Так, давайте это сейчас все возьмем, сложим в сундук. То есть мы получили одно мясо, одну голову и 5 кусков кожи. Теперь кабаны второго уровня. Так, что у нас получается здесь? Здесь у нас получается 10 кусков кожи, 10 мяса и... Так, а голова не выпала. Ну, голова выпадает не всегда, поэтому это нормально. Мясо у кабанов, кстати, тоже выпадает не из каждого подряд. Это можно судить по кабанам первого уровня, то есть из 5 кабанов выпало только одно мясо. Оно выпадает с каким-то там шансом. Чем выше левел, тем больше шанс выпадения. Давайте теперь залутаем кабанов третьего уровня. Так, посмотрим, что получилось. 2 головы, 20 мяса и 20 кожи. То есть разница, она довольно большая. То есть если мы получаем с первого уровня кабанов только всего одно мясо и 5 кожи, то здесь мы получаем в 2 раза больше кожи, уже 10 мяса. И здесь еще в 2 раза больше, 20 кожи и 20 мяса. То есть мы плавно переходим к тому, что намного выгоднее, естественно, разводить кабанов второго уровня, чем первого, точнее, третьего уровня, чем первого или второго. Я построил вот такой вот небольшой вольер, куда посадил, у нас тут тоже 3 секции. Здесь у нас кабаны с одной звездой и с 2 звездами. Здесь у нас кабан вообще без звезд и с 2 звездами. А тут у нас кабаны с одной звездой и тоже без звезд. Они прирученные, я их покормил. И что касается рождения маленьких поросят. Что мы видим здесь? Здесь у нас кабан с одной звездой и с 2 звездами. Посмотрим, кто у них родился. У них родился поросенок тоже с 1 звездой и поросенок с 2 звездами. Здесь 2 звезды, 0 звезд. Родился поросенок без звезд вообще. Здесь 1 звезда и без звезд родился поросенок тоже без звезд. То есть, что можно сказать по поводу рождения?
Здесь на самом деле так получилось, что они родились без звезды, но мог вполне родиться кабан и с 2 звездами. То есть при рождении, когда вы скрещиваете кабанов разного уровня, уровень рожденного поросенка будет зависеть от их родителей. То есть по сути 50 на 50. Если у вас кабан с 1 звездой и с 2 звездами, то у них родится поросенок либо с 1 звездой, соответственно, либо с 2 звездами. То есть это зависит от их родителей. Если у вас кабан с 2 звездами и с 1 и вообще без звезд, то родится поросенок либо вообще без звезд, либо поросенок с 2 звездами. Поросенок с 1 звездой точно не появится, потому что, так сказать, в их древе родственным не было кабанов с 1 звездой. И здесь то же самое. Если у вас кабан без звезд и с 1 звездой, то родится поросенок либо без звезд вообще, либо только с 1 звездой. То есть, по сути, когда вы разводите кабанов, вы можете привести кабана без звезды, то есть обычного 1-го уровня кабана, и попытаться привести с собой кабана 2-го уровня. Вместе их в вольер загнать, кормить, приручить, и тогда они будут рождать вам поросят либо 2-го уровня, точнее, либо с 2 звездами. Блин, это реально очень сложно, очень путается. Либо, давайте я буду просто говорить звезды. Либо поросенок появится с 2 звездами, либо он появится вообще без звезд. Вот, и вы, по сути, просто ждете, когда у вас появится поросенок 2-го с 2 звездами. Потом вы убиваете кабана, который вообще без звезд, и дальше разводите кабанов только с 2 звездами, чтобы получать намного больше профита по луту, как мы уже узнали из вот того вольера, где собирали лут. Кстати, пиши обязательно комментарий, если хочешь, чтобы я снял видео, как сделать кабанью ферму по производству, потому что там тоже есть свои нюансы. Это все-таки разведение животных тоже можно считать ремеслом, там есть свои нюансы. Вот, если хочешь увидеть ферму кабанов, то жмакай обязательно лайк и пиши какой-нибудь комментарий. Ну, не какой-нибудь, а пиши: Федот, сделай ферму кабанов. Мы хотим ферму кабанов. Я не знаю, как делать ферму кабанов. Пожалуйста, научи. И я обязательно сделаю этот ролик. Подобная же механика разведения будет также работать, когда вы приручаете и разводите волков. То есть, если у вас волк с 1 звездой и без звезды, то будет рождаться волк либо с 1 звездой, либо без звезды. В общем, не буду это повторять 1000 раз, чтобы лишний раз не слушать и не запутаться. В общем, все, что я рассказал про кабанов, это то же самое будет работать и на волков. Что же касается, кстати, лута других мобов, на примере наших троллей. Здесь у нас был тролль без звезд вообще, и из него выпадает 5 шкур и 22 монетки. Еще, по идее, должна выпасть голова, но голова не выпала. Ну и ладно, собственно. Что там у 2-го тролля, который был с 1 звездой? Нет, так, стоп, подожди, давай выкинем все. Выкинем. Что там у этого тролля? У этого тролля 10 шкур, 1 голова и 50 монеток. То есть, по сути, тоже в 2 раза больше. То есть, подобная механика работает также со всеми абсолютно мобами в игре. Чем выше левел, тем больше шансов выпадения каких-то предметов, какого-то лута из них, и тем больше вообще самого лута будет из них выпадать. Что ж, подведем краткие итоги. Что дает уровень мобам в Вальхейме? От уровня точно не зависит броня мобов, но чем больше уровень, тем больше они наносят урона и тем больше у них хп. Также, чем выше уровень, тем больше лута будет выпадать и тем выше шанс выпадения этого лута. Если вы разводите кабанов и волков, то уровень поросенка будет зависеть от уровня его родителей. Такой вот короткий гайд по уровню мобов в Вальхейме получился. Ставь лайк, если понравилось, ставь дизлайк, если не понравилось. Впереди еще очень много роликов, идей тоже много. Хотелось бы выпускать видео вообще каждый день, но пока что не получается. Возможно, когда-нибудь получится, и видео будут выходить вообще каждый день. Кроме Вальхейма, я тоже планирую возобновить рубрики «От худшего к лучшему», которая довольно тоже неплохо зашла. Про Assassin's Creed можете посмотреть в правом верхнем углу. Вторая часть про моды в Вальхейме тоже в разработке. Я до сих пор ее не выпустил, прошло уже, наверное, полмесяца. На самом деле, мне даже немножко стыдно, что я ее не выпускаю. Надо бы ее уже выпустить, потому что первая часть собрала уже почти 3000 просмотров. Мне на самом деле дико приятно. Жалко только, что подписок так мало. Я так понимаю, что канал совсем новый, но я ради прикола чекнул, сколько людей смотрят видео без подписки, и там было 97 или 99% людей смотрят без подписки. Вот. Поэтому, ребят, если вы смотрите видосы, и когда вы
жмакаете лайки, то есть видео вам нравится, по идее, то не поленитесь прожать подписку, даже если вы потом... Нет, ну если, конечно, вы потом точно не собираетесь переходить, то, наверное, не надо жмакать подписку. Но если есть хоть малейший шанс, что вы вернетесь на следующие ролики, то прожмите подписку, это вам ничего не стоит. А я буду стараться выпускать видео для вас чаще и качественнее. Так что спасибо всем большое за просмотр. Увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока!